День добрый. Мой друг Серега, которому я периодически помогаю ремонтировать технику, давненько просил помочь с проблемой. На его машине кран-манипулятор не держит стрелу, и она медленно опускается. Мы выяснили, что виновники гидрозамки. В нашем случае они расположены на гидроцилиндрах в виде монтажной плиты, в которую, собственно, вкручен модуль гидрозамка и обратный клапан. Гидрозамок и обратный клапан были взяты универсальные, а монтажную плиту я сегодня и буду изготавливать. Первым делом я измерил все размеры и нарисовал 3D-модель всех необходимых деталей, чтобы проверить, как они будут стыковаться. Монтажная плита представляет из себя по сути фланец, объединенный с тройником, в который вкручиваются все клапаны и штуцера. После того, как 3D-модель готова, можно приступать к изготовлению. Переношу габаритные размеры на плиту, которую мне предоставили. Разметку наношу с запасом на последующую обработку. И на случай, если криво отрежу. На заднем плане виден фрезерный станок, который очень бы мне помог с этой работой, но его я так и не дособрал. Так что буду обходиться токарным станком. Закрепил заготовку, приварив к ней старый резец и зажав за него врезцедержатель, а вместо патрона установил расточную головку. Это ухищрение с расточной головкой понадобилось мне для обработки занижения под гидрозамок. Иначе я бы обработал все это резцом в кулачках. А само занижение я сделал из-за длины гидрозамка. Иначе просто не оставалось места под гидравлические трубки.
Срезаю прихватки, убираю заусенцы и недорезы. К оправке на несколько точек сварки прихватываю плиту, стараясь выставить ее по центру отверстия фланца. Вместо резца в цанговый патрон устанавливаю обломок твердосплавной фрезы, заточенный по форме канавки под уплотнительное кольцо. После разметки отверстий под болты крепления и каналы сверлю их на сверлильном станке.
Зажав плиту в патроне, навожу красоту на оставшихся необработанных плоскостях. Последние штрихи и монтажная плита готова. Несколько штуцеров и клапан переставляю со старой монтажной плиты. А теперь о том, почему ролик озаглавлен как неудача. Моих знаний в гидравлике не хватило, чтобы подобрать правильный гидрозамок. А новый оказался слишком чувствительным, что вызывало автоколебания и жуткие дергания стрелы. Разобрав оба гидрозамка и сравнив их внутренности, я увидел, что жесткость пружин отличается в разы, а остальная конструкция практически идентичная. После этого предпринял несколько попыток заменить пружины на более жесткие, но уперся в проблему, что более жесткая пружина просто не влазит в корпус. Хотя и каждая последующая замена пружины делала работу более плавной, но недостаточно плавной. Гуси, что вы думаете по поводу того, что я потратил кучу времени впустую? А? Что, ты надо мной смеешься? Да?